Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Давненько не пекла тортов, и сегодня исправляю эту ситуацию. Сегодня буду печь шоколадно-кофейный торт. Название сухое, оно по названию ингредиента, поскольку кофе и шоколад входят и в состав бисквита, и в состав крема. Но, на мой взгляд, этот торт, конечно же, безусловно, достоин более романтического, более такого возвышенного названия, поскольку он просто замечательный. В его составе шоколадно-кофейный шифоновый бисквит. Шифоновые бисквиты пекутся с добавлением растительного масла, поэтому они получаются очень нежными и очень влажными, и даже не требуют пропитки. И очень нежный, очень вкусный, очень деликатный крем-дипломат. Давайте приготовим. Для шоколадно-шифонового бисквита нам понадобится 150 грамм муки, 170 грамм сахара, 6 куриных яиц среднего размера. Нам понадобится 6 белков и 4 желтка. 90 грамм рафинированного растительного масла, то есть без вкуса и без запаха. 45 грамм какао, 125 миллилитров теплой воды, столовая ложка растворимого кофе, 7 грамм разрыхлителя для теста, это примерно 1,5 чайной ложки, и буквально по щепотке, меньше чем по четверти чайной ложки соли и пищевой соды. Печь бисквит я буду в разъемной форме диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, бока ничем не смазывала, хотя желательно и низ формы также ничем не застилать, ничем не смазывать, поскольку к самой форме бисквит цепляется прочнее и лучше, и значит будет меньше шансов на то, что готовый бисквит осядет. Воду подогреваем до горячего, всыпаем растворимый кофе и размешиваем, чтобы кофе полностью разошелся. Как вариант, вместо растворимого кофе можно использовать свежесваренный, но с ним цвет бисквита будет менее насыщенным, поэтому я все же предпочитаю использовать растворимый. Вливаем кофе в какао-порошок, размешиваем. В результате должна получиться однородная, очень насыщенная по вкусу и цвету шоколадно-кофейная масса. Яйца разделяем на белки и желтки. При разделении следим, чтобы в белки не попало ни грамма желтка, ни грамма жира, поскольку жир в белках очень затрудняет процесс их взбивания. Для рецепта нам понадобится 6 белков, то есть все, и 4 желтка. 2 лишних желтка мы пока откладываем, эти желтки мы будем использовать для приготовления крема. Муку смешиваем с разрыхлителем для теста, содой. Я сюда же в торопях добавила и соль. Конечно же, большой ошибки в этом нет, но, на мой взгляд, все же логичнее соль добавить в белки. Так они будут легче и проще взбиваться. От всего необходимого по рецепту сахара откладываем 2 столовые ложки. С этим сахаром мы будем взбивать белки, а с остальным сахаром мы будем взбивать желтки. Сначала желтки хорошо взбиваем без сахара, взбиваем примерно 2-3 минуты. А затем постепенно добавляем сахар. Периодически лопаточкой подбираем желтки со стенок посуды, для того, чтобы они взбивались равномерно. Взбиваем довольно долго, примерно 5-7 минут. Желтки должны посветлеть и стекать с лопастей миксера ленточкой, оставляя на поверхности видимый след. След должен оставаться видимым в течение 1-2 секунд. В взбитые желтки постепенно вливаем растительное масло, а затем постепенно добавляем шоколадно-кофейную массу. К этому моменту она должна остыть до комнатной температуры. Все хорошо размешиваем и быстро вмешиваем муку с разрыхлителем. Мне это удобно делать вот таким образом. Просеиваем часть муки с разрыхлителем, размешиваем лопаточкой, размешиваем коротко, быстро. Не нужно добиваться, чтобы мука полностью разошлась, чтобы тесто стало однородным. Затем просеиваем следующую часть и так в 3-4 приема вводим в тесто всю муку. После того, как вся мука будет добавлена, я коротко проработаю тесто миксером до однородности. Здесь самое главное действовать быстро.
поскольку от длительного замеса тесто может затянуться, и в результате бисквит получится плотным. А во-вторых, что, пожалуй, самое главное, в муке у нас уже есть разрыхлитель, после попадания во влажное тесто он начинает работать. И если действовать долго, то он может в тесте и закончить свою работу. А нам нужно, чтобы он поднял бисквит в духовке. Если у вас один миксер, то лопасти перед тем, как взбивать белки, нужно хорошо помыть с моющим средством и обсушить, чтобы они были без следов влаги и жира. Если вы не добавили соль в муку, как опрометчиво сделала я, то добавьте соль сейчас в белки. Это поможет им легче и быстрее взбиться. Начинаем взбивать белки без сахара, постепенно увеличивая скорость вращения миксера. И пока без сахара взбиваем белки до мягких пиков, то есть до такого состояния, когда на поверхности взбитых белков можно сформировать мягкий пик. Затем постепенно добавляем сахар и взбиваем до устойчивых пиков. Но в то же время очень важно белки не перебить, не нужно их взбивать до такого глянцевого блестящего состояния, как мы взбиваем белки на меренгу, поскольку это может привести к тому, что бисквит осядет при выпечке. И затем постепенно в 3-4 приема вмешиваем белки в шоколадное тесто. Вмешиваем очень аккуратно, складывающими движениями, двигаясь лопаточкой снизу вверх. Выливаем тесто в форму. Форму можно несколько раз прокрутить для того, чтобы в центре слой теста был чуть пониже, чтобы образовалась такая небольшая ямка. И в результате бисквит получился ровным. Форму ставим предварительно разогретую до 160 градусов Цельсия духовку и печем бисквит примерно 50 минут. Первые 30 минут дверцы духовки не открываем, поскольку бисквит может осесть. Проверяем готовность легким надавливанием на центр бисквита. Если палец не проваливается, если бисквит пружинит, он готов. Очень желательно бисквит не перепечь. Если бисквит перепечен, то тесто отходит от стенок формы. Шифоновые бисквиты очень легкие, поэтому их рекомендуется остужать в перевернутом виде. Готовый бисквит вырезаем из формы. И поскольку бисквит очень нежный, очень легкий, перед тем, как его разрезать, его желательно слегка подморозить. Это просто упростит процесс нарезки. Заворачиваем бисквит в пленку и отправляем в морозильную камеру минут на 20-30. Если вы сегодня не готовы собрать торт, то вы в таком виде можете оставить бисквит на рабочем столе до завтра. Для крема нам понадобится 4 яичных желтка. 2 желтка у нас остались от приготовления бисквита. И еще я разделю 2 яйца на белки и желтки. Как вариант, вместо 2 желтков можно использовать одно целое яйцо. Такой вариант тоже допустим. Белки пока откладываем. Я из них приготовлю меренгу, которую буду использовать для украшения торта. Итак, для крема нам понадобится 4 яичных желтка, 500 мл молока, 120 грамм сахара, 50 грамм муки, 250 мл сливок для взбивания. Напомню, что взбиваются только жирные сливки жирностью выше 30%. Я обычно использую 35% сливки. 50 грамм сливочного масла, 30 грамм сахарной пудры, 10 грамм порошкового желатина для стабилизации крема, 70 мл крепкого кофе. Кофе можно взять растворимый или натуральный. У меня свежесваренный, кофе нужно дать полностью остыть. И 30 грамм горького шоколада. Вливаем кофе в порошковый желатин и оставляем желатин набухнуть. Напомню, что кофе должен быть холодным. Молоко переливаем в кастрюльку. Кладем сюда примерно половину всего необходимого по рецепту сахара. Оставшийся сахар смешиваем с мукой. Слегка взбиваем желтки. Всыпаем в желтки муку с сахаром и размешиваем. Если масса получилась густой, добавляем немного холодного молока. Молоко берем из общей нормы. Размешиваем, чтобы образовалась однородная масса. И слегка желтки взбиваем. Все оставшееся молоко ставим на плиту и нагреваем до очень горячего, практически до кипения, но не кипятим. И при этом следим, чтобы полностью разошелся сахар. И постепенно тонкой струйкой вливаем горячее молоко во взбитые желтки. У меня очень скользкий стол, поэтому я вливаю молоко половником.
Но лучше, если вы будете вливать молоко тонкой струйкой. И желтки нужно постоянно перемешивать, чтобы они прогревались равномерно. После того, как все молоко будет добавлено, возвращаем нашу яично-молочную смесь в кастрюльку, ставим на плиту и при быстром, но аккуратном нагреве и постоянном перемешивании варим до загустения. Густеет довольно быстро, обычно на прогревание требуется 5-7 минут. Доводить до кипения нельзя, рабочая температура не выше 85 градусов Цельсия. Как только загустеет, снимаем с огня. Готовность крема можно проверить вот таким образом. Линия, оставленная на тыльной стороне ложки, не стекается. Это значит, что наш крем достаточно густой. Сразу же переливаем крем в отдельную миску, для того, чтобы прекратить процесс варки, чтобы наш крем не переварился. В горячий заварной крем кладем сливочное масло. Размешиваем, чтобы масло разошлось. Сюда же кладем горький шоколад. И еще раз размешиваем до получения однородного крема. Заварной крем накрываем пленкой, для того, чтобы сверху у нас не образовалась корка. Пленку кладем прямо на поверхность крема. Оставляем крем остыть до теплого. Достаем из морозилки слегка подмороженный бисквит. Бисквит, конечно же, не должен замерзнуть полностью, иначе вы его просто не разрежете. И разрезаем на 3 коржа. И посмотрите, какой он красивый, пористый, нежный. Когда заварной крем остынет до теплого, мы продолжим приготовление нашего крема. Набухший желатин очень аккуратно нагреваем, чтобы он полностью разошелся. Для удобства заварной крем я переложу в большую по размеру миску. Сюда же добавляем желатиновый раствор, размешиваем. И далее в заварной крем нам нужно будет ввести взбитые сливки. Еще раз напомню, что взбиваются только жирные и очень холодные сливки, поэтому сливки до того момента, пока вы не начнете их взбивать, у вас должны быть в холодильнике. Очень желательно перед взбиванием сливок охладить еще и миску, в которой вы будете взбивать сливки, а также лопасти венчика. Взбиваем сливки на средних оборотах миксера. И постепенно добавляем сахарную пудру. Здесь очень важно сливки не перебить. Они должны держать форму, но в то же время остаться мягкими. И затем взбитые сливки аккуратно, но быстро вводим в наш заварной крем. Размешивать можно при помощи миксера. В результате получается очень красивый, очень вкусный кофейно-шоколадный крем. Сейчас крем жидковат, но по мере того, как желатин начнет работать, крем будет густеть. Собирать торт я буду в кондитерском кольце, поскольку оно повыше. Высота моего кондитерского кольца 8 см, но как вариант собирать торт можно в той форме, в которой вы пекли бисквит. Единственное, нужно будет нарастить бортики. На сервировочную тарелку кладем первый корж, устанавливаем форму. На первый корж выкладываем примерно треть от всего приготовленного крема. Выкладываем второй корж. Очень аккуратно корж подравниваем, уплотняем, чтобы слои были ровными. Выкладываем вторую треть крема. Третий последний корж. И сверху выкладываем оставшийся крем. Собранный торт ставим в холодильник на 3-4 часа, можно даже на более длительное время, для того, чтобы полностью схватился, стабилизировался, застыл крем. Снимаю форму я вот таким образом. Большое банное полотенце смачиваю в очень горячей воде, его хорошо отжимаю. И вот таким образом оборачиваю горячим полотенцем форму. Оставляю на некоторое время. Затем полотенце можно опять смочить в горячей воде, отжать. И повторить эту операцию еще 2-3 раза. Ножом отделяю самый верх крема, поскольку в этом месте крем держится особенно прочно.
и затем очень аккуратно снимаю форму. Если вдруг есть какие-то огрехи при снятии формы, исправить их можно вот таким образом. Металлическую лопаточку разогреваем до горячего, я просто заливаю ее крутым кипятком, и горячей лопаточкой, как утюжком, равняем боковую поверхность торта. Затем опять нагреваем, опять вытираем и равняем дальше. Для украшения торта нам понадобится 50 грамм шоколада. Я шоколад просто растоплю, переложу в корнетик, и затем этим шоколадом украшу бока торта и буду использовать для того, чтобы прикрепить декор. Украшать торт я буду готовыми покупными печеньями, трубочками. Все это я купила в ближайшем магазине, просто зашла и подобрала похожие по цвету. Печенье трубочки я клеила на растопленный шоколад. Как вариант, можно из оставшихся по рецепту 2 яичных белков испечь безе и использовать эти безе для украшения торта. Я их тоже буду использовать, но не в целом виде. Я испекла шоколадные безе, разломала их в крошку, так чтобы крошка была и крупной, и мелкой. И использовала кусочки безе и для украшения верха торта, и для того, чтобы задекорировать нижний корж. И наш торт готов. Торт не требует пропитки, поэтому его можно сразу же подавать к столу. Общий вес торта примерно 900 кг. Итак, наш кофейно-шоколадный торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.